Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Xbox уже показала нам, над какими крупными тайтлами работают ее студии. А что насчет инди? Сотрудники IGN провели презентацию ID Xbox Showcase 2025, на которой и поведали о небольших инди-проектах, создаваемых при поддержке Xbox. Пробежимся по наиболее интересным игрулям. Продолжение Journey to the Savage Planet под названием Revenge of the Savage Planet отправит нас вместе с друзьями покорять дикую, полной опасностей планету. Старт намечен на 8 мая. Кооперативный шутер Jumpship предлагает исследовать космические просторы на собственном звездолете. Каждый член команды имеет свои обязанности и незаменим для выполнения миссии. Ждем в раннем доступе летом. Рогалик Moonlighter 2 The Endless Vault также посетил презентацию с новым трейлером. Герой застрял вместе со спутниками в таинственном измерении, в деревушке Тресна, где нам необходимо будет управлять своим магазинчиком и делать вылазки в подземелье. Релиз когда-то в этом году. Авторы дилогии Far объявили, когда нам стоит ждать их новую игру Herdling. Стать пастухом и провести свое стадо сквозь череду опасностей в поисках нового дома мы сможем уже этим летом. Я лично Far очень люблю и Herdling в списочек себе добавил. Двухмерный слэшер от Гоити Суды и Хидетаки Суихиро Hotel Barcelona обзавелся свежим роликом в честь обретения издателя. Игра закинет нас в застрявший во временной петле отель, населяемый поехавшими маньяками. В голове героини также засел маньячина, который так и норовит устроить махач с другими обитателями Барселоны. Комнаты отеля выполнены в стиле 7 разношерстных поджанрах ужасов, погрузиться в которые нам позволят в 2025 году. Больше геймплея показали создатели Рататан, духовной наследницы старый добрый Потапон. Собственно, берем под управление отряд боевых рататанов и, долбя в тимпаны под боевые ритмы, ведем пацанов сражаться с чудищами. Победит тот, чья музыка окажется мощнее. Выход намечен также на текущий год. Изометрический экшен по вселенной Трон с подзаголовком «Каталист» столкнет нас с опасными лидерами архисистемы 17 июня, а кооперативный рогалик 33 Immortals сперва потусит в раннем доступе, куда ворвется уже 18 марта. Примечательно, что одновременно к одной сессии смогут присоединиться 33 пользователя. Ну и наконец показали DLC Overture для годного соус-лайка про Буратино Lies of P. Новые снежные локации, особняки, руины, дополнительное оружие и еще больше жопотробительных боссов. Все это дадут нам с поправкой на время действия. Дополнение закинет нас в прошлое до основных событий игры. Обводите в календарике все лето, точной даты не сообщили. Еще одна студия пала под натиском проклятых капиталистов. Warner Bros. Games уничтожила несколько подвластных ей команд, в том числе Monolith Productions, в чьих стенах были когда-то созданы Blood, No One Lives Forever, Aliens vs Predator 2, Fear, Condemned, дилогия Middle-earth Shadow of. Их новой игрой должен был стать боевик про чудо-женщину, но теперь его отменили. Есть мнение, что это произошло из-за провала Multiversus и Suicide Squad Kill the Justice League, после которых Warner'ы решили затянуть пояса. Пресс-F, мужики. Ремейк Готики, дата выхода которой все еще хранится в строгом секрете, обзавелся демкой. Однако это не кусок основной игры, а специальный отдельный пролог. Главным героем тут выступает не безымянный, а некий Нерас, который пытается выжить в суровых условиях долины рудников. Здесь и мир можно оценить, и атмосферу, и основные механики, а вот иммерсивность и степень свободы уже нет. Карта в прологе слишком маленькая, да и механики доступны не все, поэтому вот. Ремейк ждем когда-то на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Есть и еще один олдскульный проект, фанаты которого уже заждались, а разработчики все никак не скажут, когда релиз. Речь о Pathologic 3. Зато скоро будет демка. 17 марта мы впервые сможем посетить столицу. За время прохождения нам дадут ознакомиться с завязкой сюжета и основными геймплейными аспектами. Третья часть является ремейком кампании Бакалавра, однако он обзаведется и штуками, коих в оригинале не было. Например, механикой путешествия во времени и детальным обследованием больных. Pathologic 3 планируется к выпуску в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Любите метроидвании? У меня для вас новости сразу о парочке. Студия Aquatic Moon назвала дату выхода Twilight Monk, вдохновленный одноименной серией книг. Наступили темные времена, по деревням разгуливают монстры, выжившие прячутся в монастыре в надежде, что их защитят монахи. На Разиэля Тензу, потомка сумеречных монахов, возлагается миссия остановить предателя Нокса и вернуть прежний баланс сил. В большом фэнтезийном мире мы будем бить чертей, исследовать данжи, искать сокровища и решать головоломки. Начать можно будет уже в марте при наличии ПК или Nintendo Switch. Вторая метроидвания называется Иная Life After Gods. Играя за сироту-изгоя, мы должны будем отыскать свое племя в постапокалиптическом мире, среди руин высокотехнологичной цивилизации. С помощью волшебной многофункциональной перчатки героиня не только бегает и прыгает. Девайс можно превращать в кулаки, мечи или булаву, чтобы разбивать лица как рядовым врагам, так и боссам. Обещают захватывающий сюжет, несколько концовок и яркий саундтрек. Выходит игра 27 марта на ПК, на PlayStation, Xbox и Switch поспеет когда-то попозже. Глава Xbox Крейг Дункан сообщил, что новая Fable переносится на 2026. Он прям расхвалил работу Playground Games, мол, ждут нас потрясающий геймплей, британский юмор, самую красивую версию Альбиона, которую мы только могли видеть. А еще показал небольшой видос с пре-альфы, в котором героиня гуляет по городу, отбивает ягодицы в седле, скрещивает шпаги и ставит капкан. Добрая весть! Bloober Team продолжает сотрудничество с Konami. Гендиректор студии рассказал, что успех ремейка Silent Hill укрепил их дружеские отношения с японцами, и в связи с этим Konami доверила полякам еще одну разработку по своей франшизе. Какой именно, уже секрет, но терпение добродетель, рано или поздно мы с вами все узнаем. Скрещиваем пальчики за еще одну СХ, а уже в этом году ждем релиза Chronos The New Dawn. Это уже чисто блуберский проект. Короче, в 2025 не заскучаем. И коротко о еще нескольких новостях. Рейтинговое агентство PEGI в кои-то веки одумалось и сбавило возрастные требования к околопокерному рогалику Balatro с 18+ до 12+. Регулятор намерен пересмотреть набор критериев классификации азартных игр, но не сразу. Создатель кооперативного мода для Elden Ring выпустил аналогичную работу, но уже для третьей Dark Souls. Теперь игру можно без проблем пройти от начала и до конца вместе с друзьями. А в это время в Steam стартовал очередной фестиваль Играм Быть, открывающий пользователям доступ к тысячам свежих демок. Next Fest продлится до вечера 3 марта. Если не знаете, с чего начать, гляньте новость по ссылке в описании, там для вас уже подобрали списочек интересных демок. И другие новости почитайте, все в один выпуск не впихнешь. Ну а я на этом с вами прощаюсь, отличного настроения и хорошего дня!